Всем привет, с вами Романчес, и сегодня мы разберем энергичную партию претендента на шахматную корону Яна Непомнящего и действующего чемпиона Магнуса Карлсона на турнире Magnus Carlsen Invitational. В ключевой момент партии Ян Непомнящий дерзко прожертвовал фигуру, ну а Магнус ответил яростной атакой. Погнали! Ян Непомнящий играл за белых, начал Е4, Магнус отвечает итальянской защитой. После начальных ходов следует Е5. Магнус выбирает свой любимый вариант итальянской защиты. Это челябинский вариант, суровый челябинский вариант. И ход Е5 отправляет коня белых в кругосветное путешествие. Сейчас он мечтает попасть на поле d6, но черные отметают все эти наивные мечты. Следует слон g5 связка и а6. Продолжаем гнать коня белых на край доски. И после b5 ясно вырисовывается суть этого варианта. Пока белые будут оживлять своего коня с края доски, черные мобилизуют свои силы. Далее последовал у нас конь d5. Непомнящий увеличивает давление на пункт f6. Более точно здесь было сыграть слон f6, разменяться, сдвоить черным пешки и потом сыграть уже конь d5. После взятия слон f6 нет взятия у черных ферзь f6, так как не только ферзь попадает под темп после конь d5, но и белые выигрывают пешку, так как если забрать этого слона, конница у белых приобретает просто бешеную активность, и как сейчас защищать пункт c7 вообще непонятно. В партии последовал у нас конь d5, после конь d5 слон e7, размениваемся на f6 и c3. Магнус отвечает конь e7, хочет скинуть нагревшего коня на d5, размениваемся на f6 и конь c2. Слон b7, конкетирует Магнус слона на большую диагональ, атакует пешку e4, Ян защищается d3, слон d3, и следует d5, удар по центру, ферзь e2 защищаемся, f5, увеличивается давление на пешку e4, Ян отвечает 3-0, размен следует у нас на e4, и сейчас выясняется, что у нас нет взятия de, так как черный ферзь зависает, поэтому после ферзь c7 уже атакованный слон отходит, и Магнус также отвечает 3-0 у нас. Следует g3, король b8, но это все профилактика. Далее белые пытаются атаковать захваченный черными центр, а черные у нас защищаются и попутно хотят перевести коня на ферзевый фланг. И после ладья d6 следует ладья d2. Первая неточность от Яна. Лучше всего здесь было сыграть ферзь e2. Здесь у ферзя более активная позиция. При случае он может подключиться к атаке на королевском фланге. Ну и у коня появляется поле c2 свободное. Но последовала ладья d2. Черный отвечает ладья d8. Сразу защищает пешку на d5. Следует а5. Начинается пешечный штурм на ферзевом фланге. а3. Белые его пока приостанавливают. И конь c4. Приходится разменивать этого коня. И в результате Магнус захватывает еще больше пространства своими пешками связанными. Несколько еще маневров. Король а1. Ну, также вот это излишняя профилактика от белых. Лучше было сразу сыграть f4, провести. Ферзь d7 предлагает размен ферзей. Магнус. Ян уклоняется от него и проводит f4. Магнус здесь, разумеется, не меняется, а задвигает пешку на e4, захватывая еще больше пространства в центре. И далее последовал слон e8. Отгоняем ферзя, чтобы он здесь не заглядывался на пешку h7.
Еще несколько маневров потихоньку улучшают положение своих фигур черные для атаки на ферзевом фланге. В свою очередь следует f5 от Яна, готовит атаку на королевском фланге. Слон e4, g4. Все эти маневры у нас происходят на флангах, так как ладья d4 просто заблокировала пешку d5. И после ладья b7 серьезное давление оказывает Магнус на пешку b2, при случае угрожая матом, пока все защищено ладьей на d2. Ферзь e3 последовало. И встраивает фигуры по линии b Магнус, еще больше увеличивая давление на пункт b2. Оставляет под боем пешку d5, но брать ее нельзя, так как зависает у белых на ферзь. Последовал здесь g5. Слон d7 атакует Магнус пешку на f5. И здесь вот последовал слабый ход от Яна. gf, забирает он эту пешку. Лучше всего здесь после слон d7 было ответить ферзь f4, защищая пешку на f5. И попутно теперь пешка на d5 атакована у черных. И мог получиться примерно такой вариант. Задвигаем пешку на g6. И потенциально она у белых может стать проходной. Но после взятия на gf черные отвечают слон f5, отыгрывают пешку. Сейчас под боем теперь пешка на f6 у белых. Они ее защищают. И на 46-м ходу лучше всего, я не помню, еще было ответить ферзь e5, удерживая позицию. И шансы здесь примерно одинаковые. Но вместо этого после слон e6 он решается на очень рискованное и даже дерзкое продолжение. Это слон c4. Жертвует слона за пешку. Видимо, он надеялся на то, что Магнус незамедлительно заберет слона. И тогда он отыграет фигуру посредством ладья d6. Но после слон c4 этот норвежский викинг выбирает куда более хитрый план. И сразу использует этот неудачный ход Яна. Он отвечает ладья g8. Гонит ферзя. Ферзь отходит на e5. Неудачно. Лучше всего было сыграть ферзь e3. Для того, чтобы не пустить ладью на g1. Ну а после ферзь e5 Магнус отвечает ладья g1 шах. Король отходит. И после взятия слона пешкой никак не удается белым отыграть фигуру обратно, так как сейчас у них висит мат на b3. Приходится вот так вот защищаться b4. Собирает на проходе Магнус с шахом. Король отходит. И здесь вот первый раз за всю партию Магнус допускает ошибку. Он играет e3. Ему нужно было просто сыграть вместо этого ладья a1. И белые уже безнадежно проигрывают. Но e3 полностью уравнивает шансы на победу. Но, к сожалению, Ян этим не пользуется и отвечает ферзь e3, просто забирает эту пешку. А ему нужно было сыграть после e3 ладья a4. Здесь вот выясняет, что огромное давление на пункт a5. И даже если черные просто забирают ладью на d2, то следует опять шах. Приходится отдавать ферзя. И как минимум здесь вечный шах у белых есть. И даже если черные попытаются после ладья a4 сыграть хитрее, ответит слон c4, тогда все равно пробиваем на a5, черные перекрываются, и играем ладья d6. Сейчас черным самим, чтобы не проиграть, приходится давать вот такой вот вечный шах. Ну а после ферзь e3 Магнус отвечает ладья a1, не забирает ладью Ян, отвечает ферзь e5, следует ладья a2 шах, размен ладей и b2. И после b2 Ян непомнящий признал свое поражение. Если вам понравился анализ партии, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!